бабушка на даче сварила варенье, а рядом сварила маску. И говорит такая: доченька, внученька, попробуй. Ты просто как такое облачко глиняное ходишь и даришь всем хорошее настроение. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша. Рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я расскажу вам о своих любимых уходовых средствах, которые уже проверены годами, то есть я за них полноценно ручаюсь. Мы поговорим о всех этапах заботы о нашей прекрасной коже. Это и очищение, и увлажнение, и скрабирование, даже об этом. Поэтому оставайтесь, точно будет интересно. Каждый найдет информацию, которая ему требуется, потому что средства будут как люксового сегмента, так и относительно бюджетные. Корейские, американские, французские, в общем, все как вы любите, поэтому поехали. Первые средства, о которых я расскажу, конечно же, очищающие. Я придерживаюсь двухступенчатой истории очищения моей кожи, поэтому начнем с мицеллярной воды. Мне кажется, она была практически у всех, потому что уже достаточно большая история у этой мицеллярной воды. Она появилась, если мы с вами ровесники, когда мы были в школьном возрасте, и, соответственно, с того времени я ей и пользуюсь, и не могу сказать ничего плохого. Состояние кожи не меняется, оно не становится хуже, не появляются комедоны или закрытые поры, то есть все прекрасно. Конкретно эта вода, она для всех типов кожи, но сейчас Garnier есть различные вариации этой мицеллярной воды, как для чувствительной кожи, так и обогащенная маслами. Здесь уже, конечно, выбирайте ту, которая нужна вам. Здесь у нас приблизительно 400 мл, и производитель обещает, что нам хватит якобы на 200 использований, но действительно очень экономичный расход, и хватает, мне кажется, на полгода точно, но на 3-4 месяца прям вот за глаза, если вы будете даже ежедневно поливать себя этой водой. По консистенции, естественно, это водичка. В целом, что такое мицеллярная вода? Вкратце вам поясню. Сейчас пропагандируют, что мицеллярная вода — это что-то инновационное, невероятно классное. Когда они появились на рынке, все сразу хотели попробовать, что это. Но раскрою вам секрет, что мицеллярная вода была уже давно изобретена, и мицеллы их использовали конкретно для растворов, которыми обрабатывали кожу младенцев и людей, у которых есть определенные заболевания кожные. Поэтому это, к сожалению, не инновации, но может быть и хорошо, что средства проверены, и поэтому они работают и не доставляют никакого нам дискомфорта. Это действительно водичка, жидкая, не могу сказать, что она там чем-то обогащена, потому что никакого такого, специфического воздействия на кожу я не замечаю. По запаху относительно нейтральная, есть немножко такой химический запах, мне кажется, который отдает такую цветочно-сладкую отдушку, но она не перекрывает. Стандартно использую мицеллярную воду. Мне не очень нравится история, которая сейчас завирусилась в ТикТоке, когда ребята, девчата берут ватный диск, надувают его с мицеллярной водой, и происходит такая пенистая история. Конечно, это может быть с точки зрения экспириенса вау, но с точки зрения качества вашей кожи, обработки, мне кажется, не совсем хорошо, потому что понятно, что у нас очень много микробов, и когда мы что-то дуем, мы, соответственно, это начинается история размножения микробов и все прочее. Мне кажется, даже если у вас есть акне, если нет, лучше от этой истории отказаться. По стоимости очень бюджетно, это порядка 350 рублей по полной стоимости. Я посмотрела, со скидкой можно приобрести везде, и в Подружке, и в Золотом Яблоке, и даже в Озоне, по-моему, 2 по цене одной, поэтому очень бюджетно, хватает надолго, могу смело советовать. Мицеллярную воду нужно обязательно смывать с лица, поэтому неважно, делаете вы макияж, либо непосредственно подготавливаете свою кожу ко сну, пожалуйста, не пренебрегайте следующим этапом, а именно применение увлажняющего или очищающего геля, который поможет удалить все излишки и остатки загрязнений на нашем лице. Гели для умывания бывают двух разновидностей. На самом деле их значительно больше, но такие вот основные, полноценные, это увлажняющие и очищающие. Все зависит, конечно же, от компонентов и от конкретного результата, который вы ждете после применения. У меня здесь несколько, конкретно 3 геля, которые я могу посоветовать. Я прям невероятно их люблю, и главное, что чередую. Когда мы подготавливаем кожу ко сну, я люблю ее полноценно очищать. Увлажняющие средства тоже присутствуют, но если мы говорим именно про умывание, то я люблю все те излишки, когда мы гуляем, когда мы живем, непосредственно это и загрязнения, которые из окружающей среды присутствуют на нашем лице, и какие-то выделения пота, все это есть, поэтому главное подготовить нашу кожу к питанию и ее очистить. Поэтому первый гель, про который я буду рассказывать, это гель от французской фирмы Payot. К сожалению, баночку полноценную я уже ликвидировала, потому что она закончилась, уже жду
жду свое новое средство, но здесь у меня осталась такая travel вариация этого геля. Всегда его вожу с собой, где бы я ни была, потому что мне действительно эффект очень сильно нравится. По текстуре это уже такая гелеобразная история. Если вы приглядитесь, то увидите серенькие вкрапления в нашем таком салатовом геле, и производитель обещает, что это микросфера растительного угля. И именно за счет них, когда гель попадает на нашу кожу, он непосредственно проникает в сальные железы, и все эти продукты жизнедеятельности начинает удалять. Конечно же, обману, если скажу, что после применения этого геля ваша кожа невероятно чистая, все черные точки ликвидированы. Нет, этого не будет, но кожа действительно по-другому абсолютно смотрится, она очищенная, она при этом увлажнена, что казалось бы странно, потому что в составе также есть цинк, мята, это вся та история, которая подсушивает нашу кожу, но тем не менее, несмотря на то, что и производители говорят, что это для комбинированной, жирной кожи, и все эти очищающие экстракты, которые содержит гель, они кожу не высушивают, потому что здесь, насколько я понимаю, либо нет этилового спирта, либо он в супер маленькой пропорции, нужно обязательно посмотреть по составу, но по ощущениям могу сразу сказать, что кожа, она не стянута, она по-прежнему наполнена, да, вашими средствами, которые вы до этого использовали, и прям очень приятно. Что мне еще нравится, вот именно после него у вас ощущение абсолютно очищенной кожи. Я такое очень люблю, потому что после тяжелого насыщенного дня, перелетов и такого активного времяпрепровождения воспользоваться этим гелем прям спасение, потому что кожа начинает дышать, все железы, да, все это, все кожные покровы открываются, и ты заново начинаешь свой прекрасный день с красивой и очищенной кожей. Если мы говорим об утреннем очищении кожи, то я обычно использую увлажняющие гели, пенки и так далее. Сегодня я расскажу о двух конкретных средствах. Оба они корейские, потому что корейскую уходовую косметику я люблю. Она действительно выполняет все те обещания, которые написаны на упаковке. Одно из них будет дороже, второе — это такой прекрасный бюджетный аналог, который, главное, более доступный. Потому что вот первый гель, я его когда попробовала, он мне очень сильно понравился. Я сразу начала смотреть, где его приобрести, потому что, честно скажу, что мне его подарили. И была, к сожалению, немножко разочарована, потому что мне средство очень понравилось. Я подумала, что в следующий раз обязательно куплю. Но сейчас его очень сложно достать. Почему-то в основных сетевых магазинах просто закончено. Написано, что товар закончился или он не был представлен. Но, тем не менее, его еще можно найти на каких-то корейских специализированных сайтах. Наверное, либо производитель перестал производить конкретную линейку косметики, либо что-то с доставкой, потому что сейчас понятно, что вся еще коронавирусная история, к сожалению, сказывается на поставках. Не знаю, но и по цене достаточно кусачая, потому что многие придерживаются того, что очищение должно быть относительно дешевое, а питание — это кремы, сыворотки уже чуть-чуть подороже. Здесь, конечно, цена у нас, не сказала бы, что завышенная, потому что она оправдана, потому что я расскажу, как действует этот гель на кожу и какие приятные ощущения после него, но, скажем так, не для всех. Не все остановятся на нем. Стоит приблизительно он 1600 рублей сейчас в специализированных магазинах. Не знаю, какая была цена, когда он был представлен в Золотом Яблоке, в Литуале или где-либо еще, но вот сейчас, если хотите, можете приобрести. Дело каждого человека. Перейдем уже конкретно к пенке. Все-таки я бы отнесла ее к этому разряду по текстуре, потому что не совсем гель. И особенно, когда она соприкасается с водой, когда мы начинаем ее растирать пальчиками наших рук, то ты видишь, что это такая пенящая структура, которая обволакивает как облачко твое лицо. По обещаниям, которые пишут на упаковке наши прекрасные производители, то, что эта пенка предназначена для сухой кожи. Но пусть вас это не пугает, потому что у меня кожа тоже комбинированная, далеко не сухая, и именно с этой пенкой она чувствует себя очень хорошо. По структуре, как я сказала, это такая приятная мазня белого цвета. По запаху очень приятный аромат. Не могу его сказать каким-то навязчивым, сильно фруктовым или сладким. Нет, это именно свежесть, которая сопровождает тебя остаток дней. Это именно, я бы назвала, запах дорогой косметики. То есть то, что не раздражает, потому что мы знаем, что многие не любят сладкие запахи, многие любят, и это такой предмет споров. По воздействию могу сказать, что она невероятно мягкая, и она действительно очень хорошо обогащает, наполняет и питает нашу кожу. Потому что в составе есть комплекс витаминов, витамин
Е, гиалуроновая кислота, и вся эта история, конечно же, очень благотворно влияет на кожу. После того, как мы умылись этой пенкой, она прям напитана, очень приятное ощущение. И, честно говоря, пробовала очень много увлажняющих пенок, и именно после нее у тебя прям максимально напитана кожа. Поэтому могу прям со стопроцентной уверенностью порекомендовать не только тем, у кого сухая кожа, но и комбинированная, возможно, даже и жирная. Здесь просто нужно будет чередовать и, конечно же, остальным уходом компенсировать, если вы где-то слишком себя перепитаете. Но поверьте, я когда тоже была чуть-чуть моложе, я думала, что если там у кожи могут быть какие-то проблемы, воспаления, если кожа жирная, то ее не надо увлажнять. О боже, типа нет, это будет жирный блин, это неправильное суждение, поэтому если у вас есть какие-то воспалительные процессы, они никак не связаны с тем, насколько у вас увлажнена кожа. И зачастую, когда у вас кожа пересушена, воспаление будет еще больше. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь увлажняющих средств, обращайтесь к ним, потому что состояние кожи вам потом скажет огромное спасибо за это. Но если это средство кажется вам все-таки дороговато, я могу посоветовать прекрасный бюджетный аналог, тоже корейский, поэтому качество говорит само за себя, с бамбуковым экстрактом. Пенка для умывания от Холики-Холики, тоже очень приятная, мягкая, она даже по текстуре нам напоминает предыдущую пенку, но честно скажу, что лицо менее наполнено, ну и по цене, она, собственно, стоит 400 примерно рублей, не 1600, поэтому здесь уже каждый выбирает по своим запросам, но тоже могу рекомендовать, очень приятная, хорошо справляется с моментом очищения, увлажнения, и тоже очень приятное ощущение после ее использования. Соответственно, по текстуре очень похожа, такая же пенящаяся белая кремовая текстура. По запаху очень даже освежающая. Но здесь вот немножко, да, вот есть этот химический, немножко химический посыл освежения, скажем так. Там была более деликатная история, здесь уже немножко химозненько. Но зависит от того, как вам нравится, потому что знаю, что есть люди, которые, наоборот, любят уходовые средства с вау-запахом, и когда они открывают и не чувствуют его, сильно расстраиваются. Поэтому здесь что вам нравится, но, тем не менее, мне кажется, очень хороший аналог за 400 рублей, просто прекрасный. Теперь переходим к тоникам. Тонеры, как вы любите, так и называйте. Я вам сегодня расскажу о двух вариантах. Первый — это увлажняющий, также с гиалуроновой кислотой, потому что она мне очень сильно нравится. И второй — это более такой подсушивающий для людей, кто хочет выровнять прилив кожи, сделать ее более белоснежной, особенно если у вас были воспаления какое-то время на лице. Это очень кстати. Первый вариант у нас увлажняющий. Это тоник от Etude House. Я его покупала на iHerb, и, честно говоря, у меня Etude House ассоциировался только с декоративной косметикой, но после того, как я увидела, что у них есть линейка, которая достаточно давно существует, сейчас она немножко переребрендилась, но тем не менее красиво, цепанула, начала гуглить, смотреть, и отзывы были очень хорошие, поэтому решила приобрести. Это увлажняющий тоник, который обогащен у нас морским коллагеном и экстрактом баобаба. Пишут, что здесь есть стволовые клетки и вся эта история, которая, конечно же, помогает коже восстановиться, которая порождает новые, здоровые, прекрасные клетки кожи, и все у вас такое обогащенное и классное, и благодаря специальной формуле, которую они запатентовали, кожа начинает вырабатывать и собственные эластан, и коллаген в каких-то невероятных количествах, масштабах, и прям очень приятный и после использования этого тоника, так же, как и мне, потому что мне он очень нравится. Я вообще люблю, когда тоники прям питательные. Вот опять-таки, да, комбинированная кожа, но я люблю практически на всех этапах питать свою кожу. Я люблю, когда тоники даже немножко такие гелеобразные формулы, да, когда они такие скользкие, текстурированные, достаточно твердые. То есть я не люблю тоник как водичку, потому что я ее практически не ощущаю на коже. После этого тоника ты чувствуешь, что кожа напитана. То есть посмотрим текстуру. Как я уже сказала, она более такая наполненная, она гелеобразная, то есть не могу сказать, что это прям вода водой, но тем не менее чувствую, что гиалуроновую кислоту, что ли, потому что у меня были тоже корейские тоники, которые были с большим процентом концентрации гиалуроновой кислоты, и там, конечно, они были более такие густые, здесь что-то среднее, но очень-очень приятная кожа, прям очень сильно напитана после использования этого тоника, и в принципе, если вы не любите ее перенагружать кремом или сывороткой, или какой-то хотите такой абстрактный вариант на утро, потом чтобы сходить на тренировку и потом уже нанести полноценный уход, то можно даже ограничиться этим тоником. Очень мне нравится, приятный, по
тому, сколько у нас здесь миллилитров, это 200 миллилитров. Я, конечно, так щедро обычно наливаю, поэтому расходуется чуть-чуть быстрее, чем обычно, но тоже уже месяц практически использую. Если видите, да, то вот столько у меня использовалось, поэтому могу полностью рекомендовать. И, кстати, очень хочу присмотреться еще к остальным продуктам из этой линейки. Я видела, там и крем есть, и сыворотка. Вот по тому, как ведет себя этот тоник, я прям обязательно попробую, тоже с вами поделюсь. Второй вариант тоника, который также могу посоветовать, это уже очищающая у нас история, корейский бренд Елизавека. Вы заметили, что я уже рассказала о 4 корейских средствах, потому что их действительно очень много, и все они прекрасные. Этот тоник обогащен кислотами фруктовыми. Помимо этого, здесь также есть молочная, гликолевая кислота, ниацинамид, гиалуронка, что казалось бы странно, да? Но именно за счет гиалуроновой кислоты он не так, чтобы прям дико пересушивает кожу. Нужно запомнить, когда мы используем этот тоник, что сам производитель позиционирует его тоник пилинг. То есть это та история, которая нам действительно отшелушивает кожу, обновляет. И что самое интересное, после его применения кожа не только обновляется, да, полноценно, практически полноценно, потому что когда я долго его использовала, то различные застойные пятна или пятна, которые образовались после акне, они действительно практически сходили на нет. Но также у нас очень сильно выравнивается рельеф кожи. То есть я замечала, когда я там неделю им пользуюсь, хотя тут тоже сделала оговорку, что не совсем, наверное, это правильно, хотя я читала и то, что советует производитель, и то, что пишут в комментариях на iHerb, многие его действительно используют каждый день, но мне кажется, это немножко такой мазохизм для кожи, нужно либо курсом это проделывать, потом про него забывать, потому что, во-первых, кожа и привыкает, и очень сильно страдает, потому что мы знаем, да, что если мы говорим о пилингах, то их в целом все дерматологи советуют использовать раз в неделю, поэтому здесь тоже, пожалуйста, осторожнее, особенно если у вас кожа чувствительная. Лучше всего, мне кажется, 1-2 раза в неделю пройтись, и будет прям прекрасно. Но когда я проходила курсом этот тоник, я заметила, что кожа действительно прям на утро, даже вот на утро вы увидите, что она более прямая, и при этом она не стянута, то есть просто у нас рельеф пропадает, кожа гладкая, прям приятная, поэтому я его очень люблю за все те качества и свойства, которые он дарит нашей коже. По запаху здесь такая история, многие его обожают, многие его ненавидят, он у меня закрыт, потому что у меня еще есть остаток прошлого, поэтому вскрывать его не будем, но даже сквозь эту упаковку, чтобы вы понимали, он прослеживается. Очень странный, многие называют его каким-то цитрусово-освежающим, но мне больше напоминает какую-то химическую историю, связанную с тем, чтобы помыть посуду, постирать. В общем, не совсем приятный, но меня не отталкивает. Просто когда я читала отзывы, многие говорят, что им пользоваться невозможно, просто этот неприятный запах, он остается на лице. Он действительно остается, но здесь, наверное, лучше все-таки попробовать понюхать у кого-нибудь и решить, насколько вам это окей. И, кстати, когда мы его наносим, так как здесь состав такой действительно устрашающий, я бы сказала, ты его немножко чувствуешь на лице, поэтому здесь нужно быть готовыми к тому, что мы его используем прямо на ночь. То есть, если вы хотите его нанести, а потом, я не знаю, выпить чаю, погулять, наверное, не самая приятная история, потому что он действительно ощущается, но и к нему нужно уже относиться как к какому-то более, да, медицинскому средству, которое можно приобрести спокойно, потому что состав здесь, повторюсь, конечно же, ни в какие ворота с этим тоником, потому что увлажняющая история, она спокойная, подходящая всем, а очищающая, это уже закрывает те потребности, которые, собственно, есть у вашей кожи. Конкретно эти два средства я приобретала на iHerb, потому что если мы посмотрим на ценообразование корейских средств в России или в любой стране СНГ, там они, к сожалению, какие-то запредельные, потому что вот сравнение, да, вот этот тоник, он у нас на iHerb стоит около 1000 рублей, непосредственно, если мы посмотрим в магазине в пешей доступности, 1500-1600, то есть разница, мне кажется, очевидная, поэтому, пожалуйста, разбирайтесь, как заказывать на iHerb, это достаточно просто, если у вас возникают проблемы, сложности, пишите, я с удовольствием помогу оформить заказ и еще скидочки предоставлю. Когда у нас кожа очищена, подготовлена тоником для того, чтобы мы наносили уже питательные компоненты, в бой идут различные серумы, сыворотки и все, что только наш прекрасный маркетинг смог придумать. И первое средство, которое я могу порекомендовать буквально каждому, потому что оно очень легкое, оно не утяжеляет кожу и прекрасно себя на ней ведет. Вы можете заметить, что я его очень люблю, осталось совершенно мало. Это эссенция от французского бренда Bayot. И честно, изначально, когда я ее приобретала, я подумала, что вот эти фрагменты цветочков, как они будут вообще на лице, это мне прилепится все или как.
Вот, но, честно говоря, в использовании комфортно, удобно, покажу, докажу, и будете пользоваться и радоваться. По консистенции она достаточно не вязкая, поэтому практически не ощущается на коже. То есть это такая водичка, которая обогащена увлажняющими компонентами. Очень похоже, честно говоря, на предыдущий тоник, который был у нас с гиалуроновой кислотой. И по составу здесь витамин С, экстракты инжира, арбуза, которые возвращают коже прекрасное сияние, обогащают ее и не утяжеляют. Я ее очень сильно люблю, честно говоря, использовать перед нанесением макияжа. Я потом тоже обязательно расскажу, как я готовлю кожу, потому что мы знаем, что без увлажнения, к сожалению, любой, даже самый прекрасный тональный тон ляжет плохо. Поэтому я люблю достаточно легкие текстуры использовать, и вот эта эссенция мне очень нравится. По запаху это какой-то невероятно просто освежающий аромат, как будто ты бежишь в поле, вокруг тебя васильки, цветы, ну прям очень приятная сыворотка. Я, кстати, открыла такой лайфхак, что на сайте Золотого Яблока практически всегда на фирму Поет, а конкретно на эти средства, которые я рекомендую, гель очищающий и вот эта эссенция, всегда скидка 40-50%. Я покупала, была скидка, почему, собственно, решила попробовать, потому что бренд хороший, слышала много отзывов, и конкретно на эти средства я тоже все посмотрела, взвесила и решила, что нужно попробовать. Сейчас, когда я проверяла, потому что моя баночка уже подходит к концу, была скидка, и, в принципе, я просто ради интереса уже, когда объявляют скидки на Золотом Яблоке, захожу, смотрю, всегда есть. Непонятно, с чем это связано, то ли из того, что Поет очень щедрый, и они буквально кричат нам: пожалуйста, попробуй, мы не такие дорогие, как тебе кажется, либо потому что средства плохо продаются, сложно сказать, но с сроком годности вся история окей. Что касается стоимости, то полная стоимость 2000 рублей я приобретала со скидкой за 1000. Следующее средство, которое мне посоветовала подруга, и я ни разу в нем не разочаровалась, это сыворотка с витамином С. Помимо витамина С, здесь очень питательный, обогащающий кожу состав. Это и гиалуроновая кислота, и феруловое, облепиховое масло, и стволовые клетки растений. Не спрашивайте, что это, сама вчера пыталась разобраться. В общем, это та история, которая помогает коже обогащаться, которая наполняет ее энергией, силой. Кстати, если вы вообще понимаете, что это и для чего это нужно, пожалуйста, напишите в комментарии, потому что я еще не супер погрузилась в эту историю, мне действительно интересно, это маркетинговый ход, или вы знаете, смотрели исследования и уверены, что стволовые клетки растений нам очень-очень помогут в том, чтобы поддержать состояние нашей кожи. Это серум с витамином С, и первое, что я могу вам порекомендовать, когда вы приобретаете такое средство, пожалуйста, не держите его долго открытым, потому что витамин С, он окисляется, и все полезные качества, свойства из него улетучиваются. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы ваша баночка была плотно закрыта, но давайте сейчас все-таки ее откроем, посмотрим. То есть это действительно прям кажется, будто апельсин выжили и положили нам в баночку. По текстуре гелеобразная, достаточно приятная, легко распределяется по коже, и по запаху это прям апельсины. Не знаю, если вы вспомните рождественский стол, апельсины, мандарины, вот эта цитрусовая история, прям она очень здесь прослеживается, очень хорошо впитывается. И кожа, она действительно по-другому себя с ней чувствует. Здесь, конечно, не нужно ждать вау-эффекта, что вы намазались, завтра проснетесь, и вы супер сияющие, обогащены светом и силой мандаринов. Нет, здесь этого не будет, но если вы будете долгое время ей пользоваться, то действительно цвет кожи выровняется, она станет более сияющей и здоровой. Мне кажется, это очень сильно нам сейчас всем нужно, учитывая, сколько времени мы проводим дома, за компьютерами, и вообще вся эта среда, да, она очень загрязнена, поэтому такие средства очень выручают. Я приобретала его на iHerb. По стоимости не могу сказать, что очень бюджетно, потому что здесь 30 мл, а стоимость была 1400, но мы используем буквально капельку, да, распределяем это все пальчиком по лицу, поэтому хватит надолго, но думаю, не то чтобы надолго, но вот весь срок годности, после вскрытия 12 месяцев, она как раз таки у вас отработает. Мне очень нравится, приятно, я люблю вообще сыворотки чередовать. Следующее средство, о котором я хочу рассказать, это нашумевшее масло лотоса от Clarins. Мне кажется, в свое время, когда Clarins его запустил, я рассказала, что это что-то невероятное,
инновационное, классное, просто ваша кожа по-другому будет выглядеть, если вы будете использовать конкретно наше масло. Кстати, там очень разные есть масла, можете посмотреть на сайте, выбрать, исходя из того, что требуется вашей коже. Когда вся эта рекламная кампания была запущена, мне кажется, практически каждая девчонка побежала, купила, попробовала и сделала выводы. Масло достаточно дорогое, оно стоит 3000 рублей без скидок, но я также приобретала в Золотом Яблоке примерно за 1400. На это масло постоянно есть скидка, поэтому если все-таки долго хотели попробовать, как и я, то дождитесь и купите по более приемлемой цене. Что касается вообще того, как чувствует себя кожа с маслом. Честно скажу, что изначально у меня были огромные сомнения, опять-таки, потому что кожа комбинированная, бывают высыпания, и я понимаю, что масло это такая тугая текстура, которая буквально провалится мне в поры и, наверное, забьет их, и там будут маленькие комедончики, а потом уже и большие. В общем, мало приятного, и меня она очень сильно пугала. Поэтому, прежде чем купить его, я посмотрела просто огромное количество обзоров и пыталась отнести количество людей, у которых были прыщи после того, как они его использовали, и не были. Сразу маленький спойлер. Масла, они достаточно тяжелые для восприятия кожи. То есть здесь такая история. Либо ваша кожа дружит с маслом, и все будет в порядке, либо вы пользуетесь буквально первый раз, и вы понимаете, что у вас какие-то небольшие покраснения пошли. В этом случае лучше оставить, потому что продукт, он достаточно сложный, и нельзя сказать, что он со стопроцентной просто вероятностью подойдет каждому. Поэтому здесь, конечно, будет оговорка, что средство любимое, нравится, сейчас расскажу почему, но если вас смущает то, что это масло, если у вас кожа очень чувствительная к высыпаниям, каким-то таким историям, вы боитесь рисковать, то лучше не надо. Если вам кажется, что 3000 рублей это перебор, и у вас есть уже проверенные средства, которым пользуюсь, тоже не надо. Но если вы понимаете, что хотите попробовать что-то новое, и я вот честно могу сказать, что после этого масла кожа, она абсолютно по-другому себя ощущает. То есть я не могу сказать, что она прям как-то увлажнена или еще что-то. Вот ты действительно чувствуешь, что это масло, оно в тебя впиталось буквально за ночь. И ты выглядишь как после, я не знаю, вот знаете, когда вот такое супер здоровое сияние, вот такое даже немножко, не то чтобы маслянистая, но прям кожа так классно напитана, она такая прям влажная, такая сочная, питательная, прям невероятно классно, вот когда вы из хамама выходите, из бани, и вот вы же прям все пылаете этой здоровой кожей, и вот честно, если использовать это масло достаточно долгое количество времени на ночь, я обычно его наношу, то потом утром кожа очень наполнена, то есть она очень здоровая и такой здоровый румянец. В общем, действительно, качество кожи повышается, и это вот тот люксовый уход, который я могу назвать, потому что с ним кожа просто потрясающе обновляется и абсолютно по-другому ощущается. Но здесь, конечно, пожалуйста, вот придите в магазин, если есть возможность, да, протестируйте, посмотрите текстуру и вообще, как вам комфортно с ней или нет. По текстуре это прям настоящая маслечко. То есть оно прям такое очень-очень плотное, поэтому мы с вами наносим буквально 2-3 капельки. Я наношу на пальчики, вот сейчас, конечно, здесь нанесла, но обычно на пальчики наношу вот так вот, переминаю, и потом уже такими же движениями наношу на лицо. То есть здесь у нас такая очень-очень маслянистая текстура, прям масло. По запаху пахнет каким-то эфирным маслом, скорее всего, эфирным маслом лотоса. Это когда, если вы любите такую ароматерапию, то, думаю, каждый представляет, как эти прекрасные масла у нас ощущаются с точки зрения запаха. Сейчас я ее удалю, потому что, мне кажется, такое количество масла моей руке может немножко навредить. Потом я не скажу, что, знаете, я вот обзор снимала, поэтому я невероятно обогащена всеми текстурами. По составу это масло лотоса, розмарина, герани, лесного ореха, то есть 100% натуральная история. И если вас по-прежнему смущает, что кожа жирная, как она воспримет, отреагирует на масло, то не спешите паниковать, потому что конкретно это масло, оно было разработано для жирной комбинированной кожи. То есть здесь как бы заранее уже подумали за нас, и именно за счет всех этих компонентов у нас регулируется баланс того, как вырабатывается кожный жир, да, насколько у нас блестящая кожа, как у нас течет или не течет макияж. Поэтому, пожалуйста, если понравилось, обязательно попробуйте, напишите комментарий. Кстати, если у вас есть это масло, как отреагировала на него кожа, понравилось, не понравилось, считаете, что это больше такая игрушка или действительно средство, которое нужно каждому. Буду рада вашим комментариям. Теперь перейдем к увлажняющему крему, который я могу посоветовать. Это крем от Shiseido, энергетический. Давайте сейчас опустим всю эту маркетинговую историю, почему он энергетический и вообще, что это значит. Сразу могу сказать, что это такой хороший увлажняющий крем, примерно средний по действию. Оговорка. Я не очень люблю увлажняющие кремы в целом, потому что
ранее, да, я тоже считала, что кожа комбинированная, наверное, не надо ее сильно увлажнять, что только все эти воспаления не усугубятся. Неправильно думала, как я уже сказала. И, во-вторых, я действительно ощущала какой-то маской. Все эти увлажняющие средства, сколько бы я их ни наносила, мало, много, но вот те средства, которые я использовала, мне они максимально не нравились. То есть как в макияже, да, когда ты весь день в нем ходишь, ты приходишь домой, тебе хочется смыть его, чтобы кожа дышала. И понятно, что ночью мне тоже хочется, чтобы моя кожа не была блестящим блиночком, который прилипает к подушечке, еще к чему-нибудь. Действительно, кожа вот не дышала с этими средствами, поэтому я всегда была в поиске чего-то относительно увлажняющего, но при этом легкого, да, что с легкой текстурой, что не утяжеляет, и отлично, кстати, подойдет под базу, под макияж, потому что, насколько вы знаете, обязательно нужно хорошее увлажнение, то есть все этапы, о которых мы сегодня говорим, они перед макияжем тоже важны, потому что именно тогда ваш макияж красиво ляжет, и будет все прекрасно, и текстура будет просто отлично вести на вашей коже. То есть это такая достаточно легкая история. И за это иногда критикуют этот крем, потому что когда я начала тоже читать отзывы, потому что я готовилась к обзору, мне было интересно, что же пишут другие люди, чтобы дать какой-то полноценный, не односторонний взгляд на продукт, многие писали, что да, средство офигенное, очень классное, увлажняет, но ничего такое прям питательное вау. Я сразу скажу, я это не искала. Поэтому если вы тоже не любите тяжелые текстуры, если вы не любите что-то вазелиновое, кстати, вот есть в ТикТоке тоже тренд, когда люди вазелином мажутся на ночь и ложатся спать. Странная история. Если вы непосредственно там, да, не любите такие кремы, как Nivea, которая тоже очень такая плотная текстура, то обратите, пожалуйста, на него внимание, он очень хороший по цене, он достаточно дорогой, но сразу я говорю, что я тоже покупала в Золотом Яблоке на очень хорошей скидке, поэтому тоже смотрите, следите, можно урвать. Полная его стоимость примерно 5500, я покупала примерно за 2600-2700. Учитывая, что можно пользоваться им 12 месяцев, все это поделить, мне кажется, хорошая пропорция цены, качества и вообще того, как себя чувствует кожа после применения этого крема. У меня уже вторая баночка, вы видите, что она закрыта, потому что я готовилась к обзору, купила новую баночку, чтобы вам было приятно со мной в нее посмотреть. И непосредственно... Так, а где эта заглушка? Я надеюсь, что это не консультант открывал до меня, потому что, по-моему, я его не открывала, но... Надеюсь, что все будет хорошо. В общем, вернемся к обзору. Крем, он такой, у него легкая персиково-розовая текстура, он невероятно приятный по запаху. Пахнет, мне кажется, какими-то розами, потому что когда один раз косметолог меня убедил, что мне очень нужна какая-то прям супер дорогая умывалка, французская, розами пахнет, очень было все приятно, не могу сказать, что она какая-то была особенная, потому что по цене было в 3 раза дороже, чем обычные средства, тогда еще прям совсем было очень мало денег, странная была покупка, но вот, кстати, помню, что вот эти запахи богатства, они вот напомнили мне ту пенку для умывания, вот, по запаху прям приятно, очень ненавязчиво, нежные, это какие-то розы, опять-таки поля. В общем, очень самые приятные у меня ожидания от этого крема, не ожидания, а эмоции. Вот. И посмотрим на текстуру. То есть вы видите, что она гелеобразная, она невероятно легкая, она не утяжеляет вашу кожу, она, ну, с ней кожа дышит. Поэтому мне, собственно, очень он нравится. И при этом увлажнение тоже очень хорошее, вот впитывается моментально. Уже можно заметить, что, ну, просто... как будто и не было крема на коже, но при этом она очень увлажнена, напитана и прям очень приятно. Поэтому под макияж я тоже очень этот крем люблю. С ним любая база, тональное средство все очень хорошо наносится, не слоится, поэтому прям очень сильно рекомендую. Ну, конечно же, не могу вас оставить без маркетинговой вишенки на торте. Собственно, почему этот крем называется энергетический? Концепция такова, что как раз-таки опять то же самое, что серые будни, много компьютера, наша кожа тусклая, уставшая, все эти воздействия окружающей среды, загрязнения, в общем, все, с кожей беда. И тут вам в помощь энергетический крем от Шисейда. Но, конечно, все это шутки шутками, но якобы здесь есть тоже своя запатентованная инновационная разработка, которая включает микрочастицы, которые влияют на рецепторы кожи и помогают ей сопротивляться, да, как будто такой вот внешний барьер окружающей среды. Насколько это работает, не знаю, то есть могу гарантировать, что увлажнение хорошее, не утяжеленное, крем точно стоит попробовать. Если вы хотите купить его, потому что он энергетический, то здесь уже на любителя, не знаю. Но, кстати, очень много средств тоже представлено в этой линейке, поэтому есть, наверное, люди, которые действительно в это верят и которые покупают только за счет того, что пишут на упаковке. Перейдем к следующему блоку. Это скрабы и маски.
Каждый наносит, когда им удобно, конечно же. Я предпочитаю выйти из душа, когда кожа максимально у нас очищена, поры распарены, и они готовы к тому, чтобы наполняться тем всем богатством, которое мы для них подготовили. И первое, о чем мы поговорим, это скраб от фирмы Zooskin. Это такая полирующая история, которую не нужно бояться, я сразу скажу, потому что у нас изначально еще как-то ведется, что скрабы — это прошлый век, это абрикосовые косточки, вот чистая линия, которую все знают, и это прям супер вредит вашей коже, прям очень все плохо, травмирует, разносит все микробы. Я соглашусь с этим, это так и есть. Но, тем не менее, сейчас есть действительно классные скрабирующие средства, поэтому не отказывайтесь от них в вашей косметичке и обязательно присмотритесь. Я расскажу конкретно об этом полирующем скрабе. И есть еще один, кстати, очень хороший, тоже корейский, это пилинг-скатка, когда ты его наносишь на лицо, на какое-то определенное время оставляешь, а потом, да, вот при помощи круговых движений все это скатывается. Ну, в общем, обновляется тоже кожа, хорошее корейское средство, яблочный пилинг. Вот здесь будет картиночка, посмотрите тоже, если понравится, воспользуйтесь. Остановимся буквально на 5 секунд. Если вы не подписаны на мой канал, убедительно вас прошу, пожалуйста, сделайте это. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, оставьте комментарий, поставьте лайк. Все по традициям, буду вам очень благодарна. Но сегодня мы поговорим об этом полирующем средстве от фирмы Zooskin. Кстати, это профессиональная косметика, родом из США. Ее основатель тоже врач, дерматолог, то есть тот человек, которому ты доверяешь. Когда, честно, я увидела все эти тоже полирующие частицы, я сказала своему косметологу, что так, меня это пугает, я против того, чтобы распространять инфекции по своему лицу. Вспомнила как раз-таки вот эти все косточковые скрабы и сказала, что я не очень это придерживаюсь. Она сказала: Даша, здесь формула совершенно другая, воздействует на кожу по-другому, поэтому не бойся, разработали профессионалы для косметологов, то есть здесь я ручаюсь. Я доверилась, попробовала и супер не разочаровалась. По составу, за счет чего и достигается, да, весь полирующий эффект, здесь присутствуют ультратонкие кристаллы магния, которые как раз-таки эффективны и обновляют кожу, и помимо этого весь витаминный комплекс. Это А, С, Е, то есть это барьерная защита нашей кожи и выравнивание цвета, то есть все вот эти неточности, неровности, которые вас расстраивают, они постепенно будут сходить на нет. Как мы используем этот скраб? Мы его используем один раз в неделю, больше не нужно, потому что он не травмирует кожу, но тем не менее обновлять ее так часто просто бессмысленно, но один раз в неделю прекрасно используем, и прям кожа скажет вам огромное спасибо. По тому, как он выглядит. Здесь у нас такая полирующая кашица голубого оттенка, мятного, мне она очень понравилась, прям симпатично. И здесь, когда я на кожу нанесу, вы увидите, что она очень деликатная, то есть здесь нет каких-то огромных комков чего-то, да, что будет вот так вот елозить по вашему лицу. Нет, здесь это очень аккуратно, как будто такие небольшие щекотные движения, то есть я не могу даже сравнить, когда вот есть с содой скрабы, там тоже, да, частицы достаточно маленькие, но тем не менее ты чувствуешь, как они прям вот так, знаете, как вот есть терка, когда ты сыр трешь, или как раньше одежду стирали, вот, и также по своему лицу этим скрабом елозишь, как бы нет, здесь совершенно другая история, она очень аккуратная, деликатная, и кожа максимально прям не страдает, и я, когда его использую, не могу даже сказать, что у меня там какие-то покраснения, ну, в плане того, что кожа стала краснее, нет, как бы, как была кожа, так и осталась, но что мне нравится, тоже, кстати, история сродня тонику, о котором я вам рассказывала уже, вот тоник от Елизавека, и после него, и после этого скраба кожа действительно прям как будто натягивается. И я не говорю о том, что она у нас пересушена, да, или ты такой просто помолодел на 50 лет. Нет, она просто вот действительно рельеф кожи, он пропадает, то есть она становится более ровная, более холеная, прям вот приятно. После этого скраба ощущения абсолютно те же самые. По стоимости, так как бренд американский, это профессиональная косметика, скорее всего, и производится она в Америке, что удорожает, да, ее производство. Поэтому здесь, конечно, тоже на любителя. Я покупала примерно за 5000 рублей, но косметолог мне уверил, что это заменит просто чистки и вообще все вместе взятое. В принципе, согласна, поддерживать кожу дома тоже очень важно, поэтому я, скажем так, раскошелилась и не разочаровалась. Но потом я уже начала, я как всегда, меня очень легко обдурить. То есть если мне сказать, что Даша, это прям очень здорово, я пойду, куплю и буду счастлива ехать с этой баночкой, потому что мне скажут, что очень здорово. Но когда я включила голову и начала смотреть, сколько это вообще стоит, я поняла, что нет, меня не обманули, но можно было как-то похитрее все это приобрести, потому что я заметила, что
косметологов, у них есть огромная скидка на этот бренд, и в зависимости от того, да, в каком листе, видимо, твой косметолог, то, ну, или насколько наглости ему хватает сделать наценку, цена, она варьируется, то есть примерно от 5 до 3000 рублей, по-моему, за 3 800 я тоже видела, можно приобрести. Поэтому, если вдруг заинтересуетесь, захотите попробовать, постарайтесь найти подешевле. Я плохой пример в этом плане. Кстати, по запаху скраб очень освежающий, то есть такая приятная процедура утренняя, которая помогает вам проснуться и начать день с хорошим настроением. Теперь перейдем к маскам, и я буквально пару слов скажу о пробничке Clarins, которые мне положили. Это увлажняющая маска. От них, несмотря на то, что маленький, кажется, пробник, я уже раза 2-3 попробовала, потому что она очень хорошо распространяется по лицу, и я думаю, еще на пару раз хватит. За эти 2-3 раза мне очень понравилось, поэтому решила включить, потому что увлажняющей маски из моих присутствующих не было. Что обещает производитель? Понятно, что это увлажнение, деликатное, легкое, что мне понравилось, вот, за что я не люблю тканевые маски, вообще в какой раз уже зарекаюсь больше их не покупать, потому что каждый раз, когда я снимаю тканевую маску, у меня просто она как будто застыла на лице в виде жирного блина. Вот по-другому я не могу сказать, то есть просто ощущения очень неприятные, и мне хочется умыться. И знаете, даже есть такие маски, когда ты вот читаешь отзывы, думаешь, со мной что-то не так или с маской, и люди советуют, говорят, ты умойся, ну, вроде как эффект останется, но вот этого ощущения маски на твоем лице до последних дней твоей жизни, оно улетучится. И, собственно, есть маски, после которых тебе приходится умываться, увлажняющие. И мне кажется, это странно, потому что, ну, я понимаю, что есть такая история, да, что сколько могла кожа впитала, но мне кажется, что маска, она должна как-то, я не знаю, подольше воздействовать на кожу. Поэтому мне вот нравится, когда увлажняющие маски, то же самое, да, что и с кремом, когда они не утяжеляют, когда они не перенасыщают кожу. И вот эта масочка, она прям очень деликатная, очень аккуратная, и после нее, кстати, я даже, по-моему, другими увлажняющими средствами тогда не воспользовалась, потому что, ну, прям кожа была очень приятная, то есть по цвету такой у нас голубоватенький, легкий пигмент, все это так прекрасно распределяется. Вот вы сами видите, что ее можно как крем даже в себя втереть, и, собственно, тоже будет работать, воздействовать и увлажнять вашу кожу. И основные маски, которыми я пользуюсь уже, мне кажется, год, длительное время, то есть это вторая, третья моя баночка. Они тоже были, кстати, приобретены на Herbie, потому что там стоимость была значительно приятней. Первая — это маска Елизавека. Это глиняная пузырьковая маска. Ставлю обязательно картиночку, как смешно я с ней выгляжу. Это просто, мне кажется, маска, которая украла сердечки всех моих друзей и всех, кто меня в ней видел, потому что она просто очень смешная. Ты просто как такое облачко глиняное ходишь и даришь всем хорошее настроение. Вот, маска, она действует так, да, то есть у нее глиняная основа, сейчас попозже чуть открою, глиняная основа, и когда ты ее распределяешь, казалось бы, обычная маска, а потом она начинает пузыриться, поэтому здесь осторожнее и много не наносите, слишком много, потому что если нанесете очень много, вы просто дышать сквозь нее не сможете. Вот, маска мне очень нравится, потому что обычно, за что я не люблю глиняные маски, то есть я их люблю, потому что я люблю эффект очищения, но за что они меня всегда смущают, они очень стягивают кожу, то есть, да, если там маленькое количество увлажняющих средств, обычно, ну, блин, все глиняные маски, которые у меня были, они реально прям, ну, очень стягивают, и ты умываешься, как будто соскребаешь с себя этот слой глины, и прям такое дискомфортное ощущение. Эта глиняная маска абсолютно другое, ты ее наносишь, и действительно кожа прям напитана, то есть, да, ты чувствуешь, что она очищена, когда ты ее смываешь, то есть не могу сказать, что прям до скрипа, как многие любят, нет, то есть она очищена, но при этом она напитана, то есть она все последние соки из тебя не выпивает. По составу это газированная вода, зеленый чай, глина, древесный уголь, то есть если у вас комбинированная кожа, я уверена, что вы слышали о подобных составах, потому что средства с подобными ингредиентами, они очень сильно помогают вот в выработке, да, кожного сала, насколько у вас кожа быстро жирнеется, блестит, и, конечно же, помогает вам предотвратить воспаление, если они есть на лице, потому что просто эта среда, она умирает, в которой бактерии хорошо распространяются. Поэтому состав просто прекрасный. И, кстати, здесь есть коллаген. Возможно, именно за счет этого она не сильно прям стягивает, да, то есть ощущение очень-очень после нее приятное. Посмотрим, какая она. Конечно, такая очень своеобразная. Баночка не очень удобная, как вы поняли, достаточно долго открывается, вот, и каждый раз нужно либо пинцет использовать, либо что-то еще, но отмотнем назад, будто бы я вот так красиво ее открыла и показываю вам. То есть по запаху тоже не пахнет, обычно вот глина, она пахнет, как будто ты землей намазался, вот прям не очень, а здесь такой тоже освежающий приятный аромат. Ну, мне прям очень нравится, и вот вы сами видите, я ее открыла, и она уже, видите, пузыриться стала.
То есть и также она у вас на лице пузырится. Вот смотрите, мы с вами возьмем ее, возьмем, нанесем и следите за ней. То есть и та маслянистая текстура, которая у нас была, да, глиняная, она превращается уже в пенку. Тоже видите, пеночка. И то есть, когда вы нанесли, вот вы обычно ее оставляете, она у вас превращается в облачко, и потом, когда умываетесь, можно еще сделать дополнительный массаж, тоже очень приятно, и прям мне вот очень нравится, что она не стягивает, нет неприятного какого-то дискомфорта, прям вот здорово. Вот глиняная маска просто 5 баллов. И последняя маска, о которой я расскажу, это буквально бестселлер iHerb, потому что многие ждут, когда она появится в наличии, чтобы приобрести. Это гликолевая маска с тыквой и медом. Она у нас осветляющая. Произведена в США, ну, как всегда, мне кажется, на iHerb это либо США, либо Корея, но тем не менее и то, и другое классное средство. И, как я уже сказала, она осветляет вашу кожу. То есть, если у вас есть покраснения, неровности, следы от акне, это все аккуратненько так причешется. Понятно, что не с первого раза, но при длительном использовании качество и то, как выглядит кожа, очень сильно меняется. Рельефность пропадает, то есть все такое красивое, аккуратное и действительно работает. То есть не так много средств на iHerb, которые прям невероятно популярны. Понятно, что есть фанаты одних, есть других, но за этой маской просто все гоняются. Когда я вижу корзины на iHerb, блогеров или кого-либо еще, там обязательно есть эта маска. По составу. Здесь опять у нас стволовые клетки. Пожалуйста, если вы разбираетесь, я все еще призываю вас написать, работает это или просто это красиво звучит, потому что мне это очень интересно. Еще руки полноценно разобраться до этого не дошли. И 99% натуральных компонентов. То есть это гликолевая кислота, витамин С, мед манука или манука, или манука. В общем, я посмотрела, что в стране, где его производят, это манука. А там уже разбирайтесь сами. И органическая тыква. То есть состав просто классный, и пахнет она прям тоже классно. Ну, то есть это такой очень сильный, не могу сказать, что тыквенный запах, но прям, знаете, как будто бабушка на даче сварила варенье, а рядом сварила маску. И говорит такая: доченька, внученька, попробуй. Она очень поможет тебе. Ну, то есть реально вот по консистенции, по тому, как это выглядит и пахнет, такое ощущение, будто я сама ее намешала дома, или кто-то мне в этом помог, потому что она прям вот самая натуральная из всех натуральных. То есть цвет у нее тоже такой полноценно оранжевый, и когда вы ею пользуетесь, у вас такое оранжевое личико, как будто я сходила в солярий, только натурального производства, и обычно, когда я ее не очень аккуратно смываю, я потом еще остатки этой маски на волосах нахожу. Вот, поэтому маска тоже классная, мне очень нравится, и, кстати, вот, когда ее наносишь, немножко есть небольшое жжение, то есть со временем, конечно, она пропадает, не могу сказать, что прям очень неприятно, но ты прям чувствуешь, что так, моя кожа осветляется и, кажется, будет гораздо лучше, чем до применения. Перейдем к блоку заботы о коже наших губ. И здесь я расскажу о скрабе российского производства. Кстати, первое российское средство, которое у нас представлено сегодня, это фирма The Act или The Act, как вам больше нравится. И по структуре, по своему составу, это такой достаточно простой кофейный скраб с частичками кофе, сахара, и между тем здесь еще масло ши. Очень много еще различных масел увлажняющих, поэтому действительно после того, как вы его используете, такой скрабирующий эффект тоже очень хороший, но сахар, он деликатно на губах смотрится, то есть ты его не сильно ощущаешь, не повреждаешь. Конечно, скрабировать нужно, когда у вас кожа нормальная, то есть да, она может быть сухой, но не должно быть трещин, чтобы, не дай бог, чего не навредить, но очень комфортно, пахнет, кстати, о боже, я просто обожаю сладкие запахи, и это пахнет каким-то шоколадом, как будто вот ты в Макдональдсе заказал какой-то кофе, у тебя очень много сливок, шоколада и ваниль. В общем, запах просто невероятный. И вы можете даже видеть, что вот мы поскрабировали чуть-чуть кожу, хотя у меня было маленькое количество скраба на руке, но она начинает блестеть, потому что здесь вот питательные все эти элементы, они натуральные, то есть здесь нет каких-то искусственных историй. То есть все это натурально, и у тебя очень напитанные губы. Поэтому после этого скраба я обычно вообще ничего не использую. Мне прям очень сильно нравится раз в неделю поскрабировать губки, прям святое дело. И стоит он дешево, то есть порядка 400 рублей, но мы тоже понимаем, что можно купить со скидкой, либо на официальном сайте, либо на Wildberries, в общем, представлено, поэтому смотрите и пробуйте. И также увлажняющие истории, но решила уж раз обо всем говорим, давайте поговорим обо всем. Я их просто вот так покажу, потому что эффект приблизительно одинаковый. Carmex, вы все знаете, это просто различная его еще одна вариация, в очень удобном, кстати, на самом деле, таком тубе, я не знаю,
баночки, то есть ты вот так вот используешь. И, кстати, вот этот Кармакс, обычно Кармакс, просто спросите, воняет, то есть пахнет он невероятно как-то не здорово. Этот пахнет очень-очень приятно, но здесь еще написано, что это сахарная история, сахарные губки, поэтому, видимо, и запах соответствующий. И два еще одних, это с экстрактом папайя, оба. Вот это вы точно знаете, потому что лет 5 назад он был очень популярный. Я тогда еще думала, что же может быть за средство такое за 800-900 рублей, но, видимо, наверное, очень необычно. И я поэтому захотела его попробовать, чтобы понять вот тот, знаете, как есть неподражаемый оригинал и фейк. Вот. Не могу назвать это фейком, потому что, ну, это понятно, страна производства, да, там, где папайю у нас выращивают, добывают, здесь уже это UK. То есть это не фейковая история, можно везде купить, это 300-400 рублей стоит, это, мне кажется, уже 800, объем здесь больше, и честно скажу, что они практически одинаковые, то есть не могу посоветовать какое-то одно, он прекрасно увлажняет, питает, прям здорово. Единственное, что вот эта оригинальная, скажем так, версия, которую мы впервые узнали, она больше у нас такая какая-то вазелиновая, то есть вот ты реально как будто вазелин распространяешь по своей руке. Вторая, которая у нас из UK, да, тоже папайя, она более какая-то жидкая, хотя, блин, здесь, наверное, плохой будет пример, но она немного другая и более, что ли, у нее жидкая консистенция, то есть, да, для вас это кажется два вазелина, вот, но тем не менее, вот, кстати, даже нанесла, где одна, где вторая, сказать сложно. Ну, то есть вот очень они прям похожи. В 2 раза дороже, состав почти одинаковый, ну, выбирайте сами по работе, мне кажется, приблизительно одно и то же. Вот такой длиннющий обзор у нас получился, но мне кажется, он супер разнообразный, да, есть как дешевые, есть как дорогие средства, и каждый найдет что-то себе по душе. Еще раз закрепим то, что уход – это очень важная история. Я, конечно, сейчас не говорю о том, что нужно правильно питаться, вести здоровый образ жизни, много спать, и вообще все это взаимосвязано. Действительно, кожа очень сильно меняется. Кушаем много сладкого, кожа говорит тебе пока. Кушаем здоровую пищу, кожа говорит тебе привет. Но, тем не менее, вот эти те средства, которые вам помогут, да, вот где-то вы нагрешили, а вы вот масочку сделали, и все классно. Поэтому уходом не надо пренебрегать. Я понимаю, не все мы идеальны, мне тоже иногда лень. Конечно, косметику я всегда смываю, ну вот ну, тяжело мне, ну пойти там вот крем, сыворотка, еще что-то, мы все люди. Поэтому мое дело рассказать, а ваше дело, что понравилось, попробовать. Дорогие друзья, вот и подошло самое грустное время нашего обзора, прощания. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Я по-прежнему прошу вас подписаться, поставить лайк, колокольчик нажать, ну и оставить комментарий. Давайте обсудим средства. Есть ли те, которые вам очень сильно понравились, вы тоже их пробовали и готовы написать, что Даша, они здоровские. Давайте это сделаем. Если вам что-то не понравилось, то расскажите, почему, какие средства вам не подошли, какая была реакция, чтобы мы тоже знали. И если есть средства, о которых я не упомянула, но они невероятно классные, давайте поделимся в комментариях, потому что нам всем это будет очень полезно. Ну что, я с вами прощаюсь, до новых встреч, скоро увидимся, не грустите. Кстати, если вам какие-то темы отдельно интересны, тоже пишите, буду рада с вами поболтать. Пока! Блин, у меня рука после сегодняшнего выпуска просто мягче кожи младенца. Господи, ручка, сколько на тебя денежек сейчас было намазано? Не знаю, много.